Всем привет, друзья! Сегодня тема моего видео — это ароматы, которые я не советую покупать без затеста, которые я тем более не советую дарить человеку, если вы не знаете, что он любит этот аромат. Это ароматы со странностями, мягко говоря. Ароматы, которые понравятся не всем, которые далеки от универсальности в своем звучании, которые подойдут не на любой случай, не на любое настроение. Здесь есть ароматы популярные, разрекламированные, распиаренные, но которые, по моему мнению, подойдут не всем. Также будут несколько таких ароматов из прошлого с ретро-звучанием, которые тоже вы, может быть, захотите попробовать вслепую. Да, если вы наслышаны о том, что это легендарные ароматы, вы, возможно, захотите вслепую их попробовать, но я этого вам не советую делать, по крайней мере, покупать полноразмерную версию. Итак, начнем с аромата, по порядку, да, вот аромат Олимпия, это версия Intense от Paco Rabanne. Это аромат амбровый, сладкий. Сейчас почитаем, здесь информация. Аромат соленой ванили с амбровым аккордом, в сердце апельсиновый цвет, также белый перец, цветы. Аромат очень сладкий, который даже имеет такую, ближе к приторному звучанию, скажем так, уже не будем, да, выбирать слова. Приторный аромат, который иногда хочется, да, на себя нанести, но бывает так, что вот мне хочется, я нанесла из пробника одно распыление буквально, и потом проходит там 15 минут, и я иду его смывать, потому что я не могу выносить его звучание. Также и на людях тоже какая-то запредельная такая вот сладость, приторность, в общем, не очень. Не могу сказать, что вызвал комплименты, в общем. Тут даже La Vie Belle, наверное, тут не будет каким-то эталоном, да, для сравнения, потому что, мне кажется, La Vie Belle даже будет поприятнее. Следующий аромат — это марка Mugler Womanity. Это уже такой аромат, который присутствует, наверное, в каждой подборке любого блогера о таких вот ароматах на любителя. Странных и непонятных. Во всех подборках в основном он присутствует. Ну вот мне тоже когда-то в свое время захотелось потестировать этот аромат. Мне хотелось узнать, что же там за такие железные ведра, что там за кровь в его звучании. И я купила себе вначале от Левантик, а потом остаток во флаконе купила. Вот. Для меня этот аромат, конечно, не имеет каких-то отталкивающих нот, но тут тоже без теста нельзя, потому что многие люди эти ноты слышат. И он для меня тоже является сладким ароматом. Этот аромат про инжир. Но мне кажется, тут присутствует еще много всего. Инжир, он вообще бывает свежий. Например, вот диптик, аромат про инжир есть. Там очень свежий инжир, такой зеленый, прозрачный. Здесь наоборот, он очень такой насыщенный, сладкий, с какими-то вот такими, возможно, амбровыми сладкими нотами. И да, какое-то странное звучание в нем есть. Я не слышу ни черной икры, никакой рыбы, ничего такого, никаких ведер. Но, тем не менее, в нем есть какое-то странное звучание, странный аккорд есть какой-то. Поэтому этот аромат тоже я не ношу слишком часто. Это под определенное настроение. Вот там раз в месяц могу его нанести. Следующий аромат — это у меня только в копии есть. Это кокаин от Фрэнк Бакле. Тоже на просторах интернета этот аромат, конечно, признан всеми мега странным, мега неприятным. Я оригинал, конечно, не тестировала, но вот эта копия тоже вызвала у меня такое очень противоречивое чувство, даже не противоречивое, а сразу как бы нет, сразу отторжение, сразу это ужас-ужас. Это то ли что-то техническое, какие-то сооружения, пропитанные машинным маслом, то ли это такой какой-то сильный индольный аромат, вот с такими вот нотами уборной, мягко скажем.
Э, То есть в нем и белые лилии, белые цветы, вот этот весь индол пробивается. И есть в нем такая вот сладость, есть жженый сахар. Вот такое люди слышат. Ну, в общем, да, это сочетание индола с жженым сахаром, скажем. Тоже аромат явно не для всех, явно на любителя, на большого любителя. Это самый странный, наверное, аромат, который я когда-либо обоняла. Да. Поэтому тоже ни в коем случае, я не знаю, вот максимум, конечно, вы можете без теста копию купить, да, чтобы просто немножко как бы ознакомиться. Следующий аромат это у меня в Atливанте, это Патрис Мартин, это аромат называется Devilish Passion, он имитирует дьявольские интриги от HFC. Ну, здесь в чем странность? Здесь странность основная в том, что в нем идет сочетание зеленых нот со сладкими нотами. То есть, что я впоследствии, да, какой вывод сделала и что он мне напомнил впоследствии, я, наверное, где-то прочитала, в общем, что это, и это действительно так, он выдает аккорд, схожий с запахом плесени. Вот не та плесень даже, которая на продуктах, а плесень, которая вот на стенах где-нибудь в кладовке может завестись, да, где у вас хранятся вещи, и, допустим, какая-то влага где-то просочилась там из ванной, допустим, и завелась плесень. Вот такое вот, такая вот плесень из кладовки или из подвала, вот это вот что-то такое. Я не скажу, что он как-то меня отталкивает. Нет, аромат мне, в принципе, нравится. Я под настроение тоже его ношу. Хоть и не часто, но он такой больше на вечер, по моему мнению. И просто, да, вот загвоздка в том, что если вы вот будете слышать только эту плесень, и, возможно, вас может оттолкнуть, могут эти ноты оттолкнуть. Если вы просто почувствуете зелень со сладостью, вот как я в начале, да, то, в принципе, аромат для меня приятный. Мне это звучание нравится, но не факт, что для вас будет так же. Потому что я эту ноту услышала уже позже, впоследствии, вот эту ассоциацию с плесенью. Если вы это начнете ощущать с первых моментов, то пиши пропало. То есть тоже ваши деньги будут потрачены зря. Следующий странный аромат это Самсарат Герлен. Я тоже начинала с маленького отливантика, потом решила купить 30 мл в туалетной воде. Что в нем странного? В нем в первых нотах тоже есть нота какой-то лакокрасочной промышленности. Есть вот такая вот странная непонятная нота, но она в раскрытии она проходит и раскрывается он такими красивыми весенними цветами. Вот сейчас будет вот весна, конец апреля, начало мая. Вот, по моему мнению, это его время, которое наиболее подходит для ношения этого аромата. Поэтому Самсара аромат, конечно, на любителя, но его не нужно просто делать про него выводы по первым нотам, нужно дождаться раскрытия. И вот лучше вот весной его пробовать. Вот купите отливантик и попробуйте на своей коже, посмотрите, как он раскроется. Вот это тоже аромат уже стал классикой, но до сих пор производится, продается в разных объемах, в разной концентрации. Но его и нельзя назвать ретровым. Вот я не назову его вот ретровым, потому что, в принципе, звучание ближе к нишевому, я бы так назвала. Ретровости в нем как таковой не слишком много. Поначалу тоже я его не поняла, когда из пробника попробовала. Показался он мне каким-то тоже вот как смесь чего-то с чем-то, непонятно чего. Потом я уже поняла, вот, что начало у него такое более резкое, а потом идут такие красивые пудровые цветы. Поэтому настолько даже я его полюбила вот в весеннее время, что даже купила вот этот флакон. Я покажу, какие-то у меня есть отливанты. Я даже не знаю, показывать их или нет, или просто как-то о них рассказывать. Например, вот из таких ароматов, которые мне вот нравятся, да, у меня был отливант, уже закончился, Hermes Kelly Kalesh в туалетной воде. Этот аромат я впервые попробовала в парфюмированной воде, купила отливантик небольшой. И мне вначале тоже он показался
довольно-таки странным. Его звучание, вот эта вот животность, эта кожаность показалась мне странной, и несколько даже в первый момент я не поняла этот аромат, что-то меня даже оттолкнуло. Потом, конечно, я уже поняла его красоту, вот эту розу в сочетании с такой вот животинкой, вот этой кожаной нотой, замшевой нотой, вот этими конями, как говорят, да, конюшней. Все это я поняла чуть позже. Ну, не скажу, что слишком я долго. Ну, может, на второй день, да, я уже его полюбила. Вот, мне нравится и в парфюмированной воде, и в туалетной. Вот, в туалетной воде просто он более такой вот, больше цветочности в нем, более такой летящий, прозрачный, более нежный. А в парфюмированной там больше вот эта животность, цветы более такие тяжелые. В общем, там потяжелее версия. Вот, то есть все-таки тоже для неподготовленного носа, скажем так, если вы уже, конечно, опытный там парфлюбитель и уже много чего попробовали, то, возможно, это будет для вас легко и просто его понять. Но если вы только начинаете пользоваться какими-то ароматами, нишевыми ароматами, вот, наверное, будет очень странным его звучание казаться. Поэтому тестируйте. Аромат на самом деле очень красивый. Следующий аромат это Attar Collection Queen of Sheba. Говорят, он похож на «Хорошая девочка становится плохой» от Килиана. Тоже, мне кажется, он имеет несколько странное для меня звучание, сочетание тоже каких-то табачных нот или ноты вот этой папиросной бумаги, ноты мокрой пачки сигарет в сочетании с какими-то сладковатыми. Вот говорят, что персик. Ну, я не умею настолько... Да, какой-то фрукт в сочетании с сигаретами. Вот для меня так звучит. Он тоже странновато. В шлейфе, на коже, возможно, на вас он красиво раскроется. Но тоже нужно тестировать. Не стоит покупать слепую, потому что я тоже вот этот левант у меня уже долго, я так его и не закончила, потому что тоже как-то очень под настроение редко его могу нанести, потому что тоже вот как-то его звучание для меня спорное. Тоже говорят, в шлейфе он красиво раскрывается, но, наверное, не на каждом человеке. И не каждый нос может эту красоту почувствовать. Ну, еще из таких популярных, да, ароматов, вот дальше уже идут все такие популярные ароматы. Вот Живанши Органза, тоже из старой гвардии аромат. Тоже, возможно, вы увидите где-то по хорошей цене флакон и решите его ухватить, пока есть возможность. Но не факт, что вам он впоследствии понравится. В нем тоже есть несколько такая немножечко небольшая доля индола присутствует. Тоже белые цветы со сладостью, с ванилью, с зеленью. Вот я бы его, например, не купила. Вот я видела, флакон продавался у нас тоже на рынке. Цена была не слишком бюджетная. Но вот, не знаю, даже если бы было дешево, я бы не купила бы полный флакон, потому что я просто знаю, что я его использовать не буду. Мне он... что-то есть в нем такое странное, и мне не хочется его носить на себе. Он приятный, вот нюхать из от леванта, в принципе, его приятно. Он интересный, как-то его хочется разгадывать, хочется различать в нем какие-то ноты. Есть такая ореховость, есть нота тут грецкого ореха вот для меня. Но я просто не знаю, под какое бы настроение я его носила, куда бы я его носила, в какое время года и суток. Вот мне немножко такой вот по нему вот такой вопрос, куда и как его надевать. Как-то у меня немножко с ним вот не складывается вот эта вот ассоциация по поводу уместности, где бы он был уместен, потому что есть в нем немножко и такая, наверное, ретро какая-то нотка. Дальше тоже такой классический, да, Christian Dior Hypnotic Poison. Тоже изначально мне он пах бабкиным сундуком, поэтому тоже без затеста я бы его не советовала, так как здесь кокос, ваниль,
Тоже аромат сладкий. Вот нота кокоса, наверное, не всем все-таки она нравится в парфюмерии. И поэтому тоже, наверное, даже если бы я увидела полный флакон, я бы вряд ли его бы купила по хорошей даже цене, потому что все-таки тоже аромат на любителя, наверное, для взрослого возраста, для взрослой девушки, женщины. Все-таки он не легкий аромат, он такой в большей степени тяжелый, поэтому тоже не советую вам дарить его кому-то, да, особенно более молодым особам, конечно. Следующий аромат тоже старой школы Герлен Шалимар. У меня тут был отливантик в туалетной воде. Ну, думаю, парфюмированная не слишком отличается. Я не знаю насчет фланкеров. Фланкеры, по-моему, там более есть легкие, более сладкие, более такие удобоваримые. Но вот именно классический Шалимар тоже никак бы я не советовала без теста. Потому что это из серии аромата про ноту резины, ноту автомобильных шин. Вот есть в нем такая вот какая-то горелая резина, вот есть такие в нем аккорды. В первых нотах это цитрусы, в нем есть и ваниль, есть сладость, но вот это ощущение чего-то горелого, ощущение вот этой резины, кирзовых сапог, оно все-таки на протяжении всего звучания ощущается, и его тоже нужно тестировать на своей коже перед покупкой, потому что хоть он и тоже мега популярный, многим нравится, многие ценят этот аромат, он интересный, да, он под определенное настроение, под какой-то образ. Возможно, я бы носила бы его и в определенную погоду, наверное, осенью, скорее всего, осенью, зимой я бы, возможно, носила бы, если бы у меня был какой-то хотя бы 30-ка, да. Но без теста, конечно, тоже это аромат очень на любителя, потому что вот эти ноты чего-то горелого, чего-то резинового, это явно не для всех, как вы понимаете. Это аромат не про цветы, не про какие-то там, не знаю, легкие, невесомые аккорды. Это довольно-таки тоже тяжеленький такой ароматец. И последний аромат в моей сегодняшней подборке странных ароматов и непонятных. Это Alien в туалетной воде от Mugler. Тоже у меня такой отливантик уже заканчивается, но он заканчивается у меня уже несколько лет, и я так его и не закончила. Ну, скорее всего, просто я его оставила уже для, на память, скажем так, чтобы было с чем сравнить. А так-то я им особо и не пользовалась. Ну вот действительно я пользовалась им только чтобы разносить его. В общем, тоже аромат мега странный. Тоже есть в нем вот это жасмин. Он очень тут насыщенный жасмин, белые цветы. Есть тоже нотка индольности, как и в органзе, как и в кокаине. Вот он чем-то вот с кокаином немножко есть ассоциация. Есть у них общая вот эта вот белоцветочность индольная. Но кокаин, конечно, еще... Кокаин, он более странный, более отталкивающий для неподготовленного носа. Alien, он, конечно, более такой лайтовый в этом отношении. Но, тем не менее, конечно, возможно, в шлейфе где-то будет легкость. Ну, что хочу сказать, тут есть у него фланкеры, да, например, Alien Flora Futura у меня есть. Там флакон очень красивый, такой бледно-розового цвета. Вот его можно без теста покупать, хотя в нем тоже есть вот эта нотка жасминовости, вот этой алиеновской фирменной, да. Но вот его я могу рекомендовать, можно и без теста купить хотя бы небольшой объем и попробовать, потому что он такой более прозрачный, более разбеленный. Хотя тоже не назовешь его каким-то свежачком. Тоже он такой достаточно насыщенный, но по сравнению вот с классическим алиеном, конечно, он как бы намного более легкий. А вот классика это далеко не для всех. Поэтому тестируйте, чтобы избежать разочарования, в первую очередь для вас. Вот такое получилось видео. Такие вот у меня спорные ароматы. На этом у меня все.
Всем удачи, хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.